Что-то происходит в теневой части России. За одну неделю сразу два удара по азербайджанской криминальной элите, причем по самым верхам. Один – уважаемый дипломат, которого десятилетиями никто не трогал. Второй – поставленный лично Шакро Молодым как новая кровь клана. Случайность или демонстрация силы? В Москве задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе – 59-летний Вагиф Сулейманов, известный в криминальной среде как Вагиф Бакинский или дипломат. Его арест произошел на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, а также, буквально параллельно, с другим громким задержанием. В Оренбурге взяли 39-летнего Заура Шипилова, более известного как Заур Нахичеванский, которого называли неофициальным лидером азербайджанских преступных кланов в России. Случайно ли совпали эти два ареста? Источники не исключают, что это была спланированная операция с участием ФСБ, направленная на давление на азербайджанскую диаспору в России. Вагиф Бакинский – фигура особая. Он начал свою преступную карьеру как карманник в Баку в 1980-х. В 2001 году его короновали воры в законе Хикмет и Чингис, после чего он стал активно действовать в Москве, где быстро вошел в круг приближенных к деду Хасану, а затем к Шакро Молодому. Бакинский контролировал крупнейшие рынки столицы – Фуд-Сити, Садовод и другие. Он был одним из немногих воров в законе, кому удавалось сохранять авторитет и при этом не лезть в наркобизнес, за что его и уважали. У него нет семьи, ни жены, ни детей, только пожилая мать и брат в Баку. Именно это, по мнению экспертов, позволяло ему сохранять нейтралитет между криминальными кланами Баку, Ленкорани и Гянджи. Второй задержанный – Заур Нахичеванский, уроженец Оренбурга, сын убитого в 2006 году криминального авторитета Байрама Талыбова. Он был коронован в 2013 году в Турции самим Равшаном Ленкоранским. Несмотря на относительно низкий авторитет среди старой школы, именно Заур в 2024 году был представлен Шакром Молодому как новый лидер азербайджанцев в России, молодой и боевой. Теперь оба они под арестом. И это удар по всей азербайджанской криминальной вертикали. На свободе остался лишь один азербайджанский вор в законе в России – Талех Даглиев, он же Толик Нагинский. Но и он – временное решение. Если Вагифа посадят, его место займет Толик. Если Вагифа отпустят, это будет сигнал, что он все еще нужен и не исключено в интересах спецслужб. Формально Вагифа задержали из-за просроченного вида на жительство, а Заура – за нарушение административного надзора. Однако, как говорят источники, в обоих случаях наготове дела по 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Это уже отработанная схема. В 2025 году по этой статье в России вынесено минимум 5 приговоров, и еще столько же на подходе. Что все это значит для преступного мира России? Это сигнал. Ровно так же когда-то в Москве сажали грузинских воров в ответ на обострение с Тбилиси. Теперь очередь дошла до азербайджанцев. И, как считают в криминальной среде, это только начало масштабной зачистки. Вы еще здесь? Тогда подпишитесь на Crime Time.ru, поставьте лайк и напишите в комментариях. А то потом скажете «не предупреждали».